Настало время опровергнуть тот факт, что Рокси имба. В ролике ты увидишь, как за любого персонажа можно законтрить Рокси. Надеюсь, ролик тебе понравится. Погнали! В начале ролика хочу поблагодарить подписчика Лео Клео за участие в снятии ролики. А теперь к главному. Чтобы законтрить Рокси, надо постоянно смотреть по карте, где она бегает. Ведь если Рокси начинает приближаться к тебе, то сразу надо понять, как законтрить, пока ее пауки не убили тебя. Во-первых, я советую по возможности отбежать в то место, где нету зомби. Или же хотя бы встать так, чтобы и зомби, и пауки Рокси были на одной линии атаки. Это хорошо для того, чтобы быстро нажимать на автоатаку и попадать точно по паукам. А второе, это то, что если есть возможность ультануть либо на пауков Рокси, либо на вокруг стоящих зомби, то ультуйте, расчистив все места для точного попадания по паукам. Ну а теперь погнали к практике. Первым, кто выйдет законтрить Рокси, так это Фризи. Контратака Фризи проста. Здесь можно использовать кучу способов. Первый — это заморозить двух первых пауков Рокси, после чего автоатакой или же прицельным огнем убить пауков. Я думаю, из-за волнения все равно будешь нажимать на автоатаку, так что, как я вначале говорил, лучше убежать туда, где зомби тебе не помешают. Второй способ, на мой взгляд, проще. Ты также замораживаешь первых двух пауков и продолжаешь бежать дальше. Ждешь, пока практически третий паук добежит до тебя и начинаешь его атаковать. После смерти третьего паука ты продолжаешь бежать, и как только перк у тебя восстановился, ты снова морозишь двух пауков и спокойно их убиваешь. В принципе, все понятно. Погнали посмотрим, как Сода Поп справляется с Рокси. Сода Поп — это плевое дело. Длительность перезарядки перка у него немного побыстрее, чем у Рокси. Тем самым всегда держи перк заряженным. И когда Рокси выпустит на тебя пауков, используй свой перк и просто расстреляй их. Сода Поп является персонажем самым легким по контре Рокси. Так что нечего тут больше разбирать. Следующим персонажем идет Дизлайк. Общую стратегию игры за Дизлайк я уже разбирал. Практически постоянно ты за нее находишься где-то с краю. И если Рокси кидает на тебя свой перк, то ты просто автоатакой убиваешь всех пауков. Или же ты просто используешь ульту, как только появится третий паук Рокси. С ультой главное не затягивать. Чуть позже используешь, и один из пауков добежит до тебя. Здесь все понятно. Следующий на очереди Пупер. Пупер — это игрок центра, так можно сказать. Вот здесь один глаз всегда должен смотреть на карту и следить за позицией Рокси. Если она начинает сближаться с тобой, то лучше перестать стрелять налево и направо и восстановить патроны. При этом ты должен встать так, чтобы зомби находились там, откуда побегут пауки. Как только Рокси кидает пауков, ты выжидаешь, пока они пробегут зомби, и начинаешь нажимать на автоатаку. И все, ни один паучок не добежит до тебя. Переходим к чакре. За чакру можно двумя способами законтрить Рокси. Первый — это бросить перк, так, чтобы пауки оказались внутри круга и потом просто стрельнуть по ним, чтобы убить. Здесь главное правильно кинуть перк. Второй способ еще легче. Когда Рокси бросает пауков, вы бросаете свою ульту, и все, ни один паук не добежит до тебя. Как говорится, изи-пизи. Самое интересное начинается с Немо. Погнали! За Немо иногда получается законтрить пауков Рокси просто атакой, зажав заранее атаку в ту сторону, откуда побегут пауки, и потихонечку отступать назад. Но это действует, если уровень Рокси меньше вашего на 2. Так что это бред. А вот второй смешной способ, но рабочий. Здесь, как говорится, баш на баш. Тебя пытаются убить Рокси, и тебе все равно как бы помирать. Так почему бы Рокси не забрать с собой на тот свет? Ты просто кидаешь на нее свой перк и встаешь прямо рядом с ней, и вдвоем умираете. Ну, может, 3 раза попробует Рокси тебя убить перком, но если вы вдвоем будете умирать, то, мне кажется, она откажется на тебя бегать. Но лучше всегда быть начеку. Последний, кто остался, так это Слипи.
Если у тебя одинаковый уровень с Рокси, то ты можешь просто автоатакой стрелять по паучкам. А вот если у тебя уровень меньше, тогда используй стратегию как с Немо. Забирай Рокси на тот свет вместе с собой. Она кидает паучков, а ты кидай сон и вставай рядом с ней. И тебе и ей засчитают убийство. Я думаю, это взаимовыгодный обмен. Напоследок скажу, что законтрить саму Рокси может Рокси. Просто ракеткой бейте в ту сторону, откуда бегут пауки, и они до вас никогда не добегут. Ну и где? Где, я спрашиваю, что Рокси имба? Ее каждый может законтрить с легкостью. Главное собраться с мыслями и отбиться от ее пауков правильно. Да, надо попрактиковаться. Да, надо набить руку и реакцию, но все это придет со временем. Я не считаю Рокси имбой, и на этой ноте ролик подошел к концу. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий, каким еще способом и за кого можно законтрить Рокси. Не забывай вступать на сервер Дискорда и группу ВКонтакте, подписываться на Инстаграм и ТикТок. Все ссылочки есть в описании. Давай, учись контрить Рокси и погнали, поиграем! Smash it, baby. Oh.